Всем привет! Сегодня шестой день разгона депозита. Опять у меня сегодня все сделки какие-то неправильные, что ли. В общем, при очередном падении, когда вот здесь цена падала и у меня здесь даже была точка входа на продажу, я побоялся войти в сделку и не продал. Но когда она уже вот частично упала, я вдруг почему-то начал покупать. То есть продавать по сигналу я боюсь. А против входа цены без сигнала почему-то покупаю. Единственное, что я сделал хотя бы здесь правильного, это то, что я здесь начал покупать маленькими лотами, то есть 1/5. То есть я купил здесь 1/5, потом вот здесь еще 1/5, здесь 1/5, здесь 1/5, и уже вот где-то уже на подъеме еще 1/5. Ну, в итоге без убыток у меня был где-то вот здесь вот. И в общем, закрыл я с прибылью $2.30. В принципе, так-то и неплохо, но в моменте внизу у меня был минус, то есть плавающий минус, гораздо больше, то есть где-то около $4. То есть опять сегодня все я на свете нарушил, хоть и маленькими лотами, но все равно все неправильно сделал, в общем. Почему я покупал против тренда? Потому что, ну, как я вот тут насчитал, да, тут и на большом графике 5 волн уже было. А вот это, если на часовом смотреть, вот это была 4-я волна, это 5-я, а вот это была 5-я в 5-й волне. Нет, вот это. Так, это была 3-я, вот здесь. Думал, что где-то здесь и 5-я, в общем, уже начал покупать заранее, грубо говоря. Потом полдня опять я по ходу цены не входил. Почему-то опять я боюсь входить в сделки правильные. Но зато я вхожу в неправильные сделки. Но я бы не сказал, что вот эта сделка неправильная. В принципе, вот после прокола, да, и разворота на 1, 2, 3 достаточно часто работает такой сигнал. И как видите, он достаточно быстро вот за 2 свечки отработался. Правда, я хотел побольше, хотя бы до этого уровня, но вот он до уровня не дошел и закрыл меня без убытка. Хотя в моменте, вот здесь на верхушке, было $1.20. То есть, даже с учетом комиссии, ну, $1.10 где-то я заработал бы. Потом, когда цена в очередной раз упала сюда, ну, то есть закрыла меня по безубытку, и в принципе сразу же вот от этого серого уровня начало отскакивать, я купил еще раз, да еще и двойным лотом. Поставив стоп сюда, у меня, соответственно, риск был не 5%, а 10%. Поэтому я часть сделки вот закрыл при, можно сказать, при первой же возможности, да, когда уже убедился, что вроде как что-то не хочет вверх-то идти. И остальное поставил без убыток. Ну и сами видите, что неправильно я опять. В общем, зря я тут боялся, надо было вот эту сделку как раз и здесь бы $1.20 можно было закрыть, и здесь, я так понимаю, $2 там с половиной, наверное, можно было закрыть. И в итоге я вот на этих двух сделках, ну, что-то заработал я, да, 30 центов, видимо. То есть сегодня всего я заработал 2,62. Кстати, вот здесь в Тигре наконец-то правильно начали показываться чистая прибыль и комиссия.
Но только что фандинг, наверное, здесь не учитывается. И в итоге сегодня, получается, сделал несколько сделок. Ну, то есть 3 сделки на SHZ. А на биткоине сегодня не делал. Хотя биткоин как раз сегодня, вот если по графику смотреть, то летает, в принципе, со всеми неплохо. И если бы я входил на нем, у меня бы, возможно... Ну нет, он по процентам, конечно, ходит похуже. Вот тут 2,5, да. А тут вот на последней сделке 6,5. Ну да. Если вот по этому движению судить, то СЖ в 2 раза больше проходит. Но отработка сигнала была лучше, конечно, по биткоину. Но вот чего-то я сегодня начал торговать по SHZ. Решил побольше заработать или что. В общем, и первая сделка на биткоине гораздо лучше вышла. То есть вот когда я входил первый раз по SHZ, да, вот здесь, а биткоин был вот здесь вот. То есть и получается, что стоп мой не был бы тронут, и цена, в принципе, пошла, ну, с небольшим откатом пошла сразу наверх. А SHZ еще некоторое время шло вниз. Поэтому я здесь стоп и не ставил. То есть я смотрел на биткоин. Биткоин поднимался хоть как-то, да. И когда вот цена была уже вот здесь, биткоин уже был вот здесь. Вот даже по времени, если посмотреть, 6.35, 6.45. Ну да, вот примерно. То есть когда биток уже прошел офигенное расстояние, SHZ наоборот какое-то время спускалось, а потом даже не поднялось до моей первой точки входа. Вот. Ну а вторую точку входа, вот эту, я уже искал, как бы, когда биток уже был вот, ну, скажем так, за уровнем, за этим. То есть ориентировался я на биток, а торговал на SHZ. В общем, получилось что-то как-то не очень хорошо. Но, как всегда, на плохих сделок прибыль у меня получается больше. Но это, видимо, закономерность такая. Чем больше рисков, тем больше прибыли. В итоге я заработал $2.62. Это почти 17%. Значит, на счету у меня 18.21. И заработал я 82%. Ну, за 6 торговых дней, но на самом деле из-за болезни тут получается, наверное, дней 10 или даже больше, 12. Потому что вот я торгую то через день, то через 2. Ну, в общем, затягивается этот разгон депозита, но, скажем так, медленно, но уверенно я продвигаюсь дальше. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за комментарии. Всем желаю вам удачи и в жизни, и в торговле. Всем пока.